Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Эта категория плейлистов, получается, находится на главной странице канала. Там, где написано главное, видео, плейлисты, сообщество, каналы, канале и так далее. Вот вы заходите в эту графу плейлисты и открываете нужную для вас папочку, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. А я сегодня к вам вот с такими ниточками, с которыми мы уже работали. Да? И хочу вам показать. Мы работали с этими ниточками. Смотрите, какой узор делали. Помните? Буквально вот совсем недавно. Вот такой вот нежный, ажурный узорчик мы вязали, ну, возможно, для палантина, да, для кофточки. Девчата очень многие просили связать таким же узорчиком шаль. И поэтому сегодня я хочу вам показать шаль. Я нашла к данной, получается, данному узорчику схемку. К сожалению, не нашла для палантина, да, для кофточки, а вот именно треугольную форму, да, я нашла и прикладываю сюда. Кому необходимо будет, я продублирую в Инстаграме, пишите в Инстаграм. Схемка несложная, да, все очень подробно вам покажу, расскажу, шаг за шагом, так что присоединяйтесь. Ну что, свяжем? Итак, для начала, какими ниточками я буду вязать? Вы берете свои ниточки, какими вы хотите, предпочитаете, да. Это может быть ниточка тоньше, ниточка толще, на ваше усмотрение. И состав тоже может быть любой. Я вам просто показываю образец. Итак, многие спрашивают, что за ниточки. Ализен, Гора Голд, вот, например, вот эта вот ниточка, да, новички особенно. Итак, смотрите, в составе здесь получается 100 грамм 500 метров, а состав 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам говорит производитель, берите от двоечки до четверочки. Я беру троечку, взяла вот такой вот крючок, чтобы не слился цветом с пряжей, да, такой вот, видите, рабочая лошадка, 3 миллиметра. Вы для себя подбирайте, как вам будет удобно, в зависимости от вашей пряжи. Точно так же смотрите, какую рекомендует крючок, и в зависимости от вашей плотности. Если поплотнее, крючок поменьше берите. Если хотите более воздушное, рыхлое вязание, да, то берите крючок потолще. Итак, смотрим на схемку. Повторяем шаг за шагом. Ничего сложного. Если новички, кто еще не вязал данной пряжей, смотрите, видите, у пряжи получается чуть-чуть такие вот волоски немножечко есть. Как бы не сильно пушистая, есть намного пряжи пушистее. Но будьте аккуратны, потому что во время распускания, если вдруг ошибетесь, немножко сложновато будет. Можно, но сложно. Итак, смотрим на схемку. По схемке вначале мы делаем, как всегда, петельку фиксации. А далее делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь накид. И возвращаемся к самой первой петельке. Не к петельке фиксации, а вот именно к самой первой петельке возвращаемся. Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2. Это столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять сюда же ныряем в эту петельку и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом. То есть вот наш треугольничек, да, наше основание, и дальше шалька будет вот так вот расти. То есть здесь поясничка, да, ориентир. Дальше это право-лево ручки, сверху это шейка. Поняли, да? То есть вот таким образом шалька будет расти. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И здесь мы делаем воздушную петельку по узорчику. Итого получается, что мы сейчас набрали 4 воздушные петельки. Далее, смотрите, накид. Направляемся вот в нашу арочку, которую мы только что провязали. И провязываем пышный столбик, состоящий из 4 накидов, 4 петелек. Накид, вытянули петельку, подтянули. 1, держим на крючке. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Накид сюда же 4. Все вместе провязали, но не до конца. Оставляем 2 петельки на крючке. И теперь 2 петельки вместе провязали. Оп, все. Наша шишечка первая готова. Опять 2 воздушные петельки. Ныряем еще раз в эту же арочку и провязываем точно такой же пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Теперь опять все вместе провязываем, но не до конца. Оставляем 2 петельки на крючке. И теперь 2 петельки провязываем вместе.
Так, вторая шишечка наша. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Точно так же ныряем, получается, в арочку и провязываем еще один пышный столбик. Раз, сюда же, два, сюда же, три, сюда же, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и четвертый такой же пышный столбик. Раз, накид, два, накид, 3, накид, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот такая красота. То есть первоначально как бы вот такой вот наш вот веерочек. Далее воздушная петелька. И вот мы с вами, получается, набирали 3 петельки подъема в предыдущем ряду, да, и столбик. Так вот, ныряем в третью петельку подъема и провязываем столбик с накидом. С накидом. Есть. Вот, все. Основание положено. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И вот у нас получается арочка из одной воздушной петельки, да, которую мы сделали. Мы в эту арочку сейчас ныряем, накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки, опять сюда же нырнули и провязали столбик с накидом 2. То есть вот наша получается рогаточка. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее вот наш пышный столбик раз, пышный столбик 2. Ныряем, получается, между вторым и третьим пышным столбиком вот в эту арочку, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. Вот такая вот маленькая арочка получается. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, вот наши пышные столбики. Раз, два, три, 4. Мы идем за четвертым столбиком. У нас здесь есть арочка из одной воздушной петельки. И вот в эту арочку мы ныряем и провязываем точно такую же, получается, рогаточку, как в начале ряда. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2. И чтобы закончить наш ряд, нам необходимо сделать накид и в третью петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем, ну, назовем кромочный, да, как бы столбик. Все, наш ряд закончен. Видите, аккуратненько, потихонечку начинает расширяться. Идем далее. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Опять делаем одну воздушную петельку. И теперь смотрите, вот у нас рогатка, да? Мы должны будем в эту рогатку провязать наш веерочек, состоящий из 4 пышных столбиков. Итак, ныряем в арочку. Сделали накид, нырнули, вытянули ниточку. Раз. Точно так же. 2, 3, 4. Все вместе провязали, 2 петельки на крючке оставили. И зафиксировали. 2 воздушные петельки. То есть вот именно веерочки, да, с пышными столбиками привязываются одинаково. Все время одинаково. Далее. Второй такой же пышный столбик провязываем. Раз, два, три, 4. Провязали. 2 петельки оставили на крючке и провязали 2 петельки. Опять 2 воздушные петельки. Нырнули сюда же. Раз, два, три, 4. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и последний пышный столбик, четвертый. Раз, два, три, 4. Все вместе провязали, 2 петельки зафиксировали. Вот еще один наш веерочек из пышных столбиков. Далее смотрите, сразу же делаем накид и ныряем вот в эту маленькую арочку, которую мы сделали в предыдущем ряду. В нее ныряем и делаем рогаточку. Столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Угу. А теперь получается, мы сразу же перепрыгиваем в следующую рогатку. Вот, следующая рогатка. И в нее провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 4 пышных столбиков. Раз, два, три, 4. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Еще раз сюда. Раз, два, три, 4. Все вместе провязали, 2 петельки зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Провязали, зафиксировали. То есть все то же самое, да, поэтому так быстро. 2 воздушные петельки и 4 пышный столбик. Раз, два,
3 и 4. Все вместе провязали, зафиксировали. После последнего пышного столбика мы должны сделать воздушную петельку и присоединиться. Вот помните, у нас были 3 петельки подъема, да? Вот присоединяемся к 3-й петельке и провязываем столбик с накидом. Вот, смотрите, потихонечку начинает вырисовываться наша красота. Так, идем далее. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот наша арочка. Самая первая арочка из одной воздушной петельки. Делаем накид, ныряем в нее, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки, то есть мы делаем рогаточку опять. И сюда же нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Рогаточка готова. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И направляемся к нашему веерочку. То есть между 2-м и 3-м столбиком, вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Делаем маленькую арочку, да? Сюда же вернулись и провязали столбик без накида. Вот наша малюсенькая арочка. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А вот здесь у нас, смотрите, вот у нас стоит такая вот рогаточка. Мы в нее же ныряем и провязываем еще одну точно такую же рогаточку. Итак, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же столбик с накидом. Угу. Видите? То есть у нас получается 1 рогатка, 2 рогатка. И здесь мы еще сделаем 3-ю рогатку. То есть мы готовим, получается, как бы основание для 3 веерочков. Вот был 1 веерочек в рогатку. Потом мы сделали 2 рогатки, да? И получилось 2 веерочка. Теперь мы готовим 3 рогатки. 1, 2. И будет 3-я. И потом будет 3 веерочка. Понятно, да? Итак, после центральной рогатки мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Направляемся к веерочку между 2-м и 3-м столбиками пышными. Вот арочка. Ныряем в нее и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же столбик без накида. Угу. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И делаем последнюю рогаточку. Вот за последним пышным столбиком. Вот наша арочка. Помните, 3 воздушные петельки и воздушную делали по узорчику. И провязываем сюда рогатку. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же еще раз столбик с накидом. Но на рогатке, получается, нельзя остановиться. Мы сделаем в 3-ю петельку подъема. Посчитаем. Вот 3-я петелька. Мы сделаем в нее столбик с накидом. И на этом наш ряд закончится. Угу. Красота. Красота. Ну, а теперь вы знаете, да, что наша задача опять точно так же. Мы начинаем 3 петельками подъема и заканчиваем столбиком, да, наши ряды. Итак, начинаем 3 петельки подъема, поворот. И не забудьте воздушную петельку по узорчику. А теперь мы ныряем в нашу рогаточку и провязываем вот такой вот веерочек из пышных столбиков. Так? Вот в нашу арочку мы делаем рогатку. Да, то здесь будут рогатки расти. Здесь будет опять веерочек из пышных столбиков. Здесь рогатка, здесь веерочек. Угу. Ничего сложного. Давайте я вам покажу еще раз. 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе. 2 петельки зафиксировали, 2 воздушные. Второй такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки. И еще раз сделали точно так же. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. После веерочка мы направляемся в эту арочку. Направляемся мы, получается, сразу же. То есть никаких воздушных петелек. Накид. Нырнули в арочку, провязали столбик с накидом. 1. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом 2. Вот. И сразу же перепрыгиваем в следующую нашу, получается, вот эту вот рогаточку. Сразу же. И провязываем наши веерочек из пышных столбиков. 1, 2, 3, 4. И так далее, и так далее. Понятно? То есть далее
до конца ряда давайте самостоятельно. То есть вот ваша рогатка, вы в нее провязываете веерочек. Вот ваша арочка, вы в нее провязываете рогатку. Вот ваша рогатка, вы в нее провязываете опять веерочек. И здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши уже 3 веерочка. Провязали из пышных столбиков. И как мы заканчиваем ряд. После последнего, получается, шишечки мы делаем воздушную петельку. И вот у нас получается 3 петельки подъема и столбик. Да? Вот мы, получается, ныряем в 3-ю петельку и провязываем, как мы говорили, так скажем, кромочную наш столбик. Все, ряд закончен. То есть, если вы внимательно посмотрите по схемке, да, то получается по краешку у вас все время все повторяется. То есть, либо у вас рогатка, а потом веерочек. Рогатка, веерочек, рогатка, веерочек. Да? То есть, либо рогатку вы провязываете, либо веерочек. То есть, в данном случае, вот вы провязали веерочек, значит, у вас здесь будет, там, где арочка, да, из воздушной петельки, у вас здесь будет, получается, рогатка. Когда вы провяжете ряд, да, и здесь закончите рогаткой, то получается следующий ряд у вас будет веерочки. То есть точно такие же. То есть по краешку вообще не запутаться. Либо рогатка, либо веерочек. Поняли, да? А здесь получается по центру, если внимательно посмотрите, у нас будет арочка, потом рогатка, рогатка. Веерочек. Поняли, да? То есть арочка, рогатка, рогатка, веерочек. Там получается, где вы уже сделали первую рогатку, вы должны будете сделать вторую рогатку, а в это время вы, получается, будете готовиться над своими веерочками, будете готовиться делать вот такую вот арочку. Поняли, да? То есть внимательно посмотрите схемку, она очень простая, то есть вообще никаких сложностей нет. Итак, смотрите, как договаривались. То есть если мы сделали веерочек, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И получается вот нашу первую арочку из воздушной петельки ныряем и делаем рогатку. Все, как мы и говорили, 2 воздушные петельки. И сюда же нырнули, сделали рогатку. Здесь получается у нас веерочек. Значит, мы над веерочком должны будем начинать готовиться, да, к следующим рогаткам. То есть здесь у нас должна быть арочка. Значит, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 шишечки пропустили, между второй и третьей нырнули, сделали столбик без накида. 3 воздушные петельки, сюда же столбик без накида, 3 воздушные петельки, и у нас над арочкой, да, арочка наша, должно быть 2 рогатки. Раз рогатка есть, значит мы провязываем еще одну рогатку. Это я как бы вам объясняю, чтобы вы как бы для себя ассоциацию сделали, да. Возможно, у вас будет какое-то свое, ну, своя схемка в голове. Все, идем дальше, точно так же. После рогатки есть веерочек. Над веерочком мы готовим арочку. 1, 2, 3 воздушные петельки, нырнули между второй и третьей шишечкой и сделали арочку. 1, 2, 3, арочка. Угу. Все, несложно, видите? И вот так вот до конца ряда. То есть здесь вы над рогаткой сделаете рогатку, здесь над веерочком сделаете арочку, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, довязали до конца ряда. Вот у нас мы над веерочком сделали арочку, 3 воздушные петельки. Так, рогаточка, вот помните, да, у нас получается воздушная петелька была после шишечки, и рогаточку сделали и закончили ряд кромочным столбиком. Несложно? Несложно. И далее получается, раз у вас рогаточка готова, да, то здесь будет у вас что? Шишечка, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, поворот, обязательно воздушную петельку по узорчику и ныряете вот в эту нашу, получается, рогатку, и здесь вы провязываете наш веерочек из пышных столбиков. 3, 4, провязали, зафиксировали. Понятно? Здесь будет веерочек, а здесь, раз арочка, здесь будут рогатки в дальнейшем. А раз мы здесь 2 рогатки сделали, здесь будет веерочек. Понятно? То есть у нас в этом ряду будет 1 веерочек, 2 веерочек, 3 веерочек, 4 веерочек. Понятно? То есть вот 1 веерочек, 2, 3, 4 и так далее будет расти. Я надеюсь, в принципе, узорчик, как бы, ну, принцип узорчика понятен, да, не запутались. Если что, смотрите схемку, то есть дальше у вас будет только повторение, понятно? Ориентируйтесь, вот, над веерочком арочка, 2 рогатки, над веерочком, получается, арочка, 2 рогатки, над веерочком арочка, будут 2 рогатки и так далее. Все. По краешку повторяется рогатка, веерочки, а здесь просто арочка, рогатка, веерочки. Арочки, рогатка, веерочки. Все, давайте встретимся через несколько рядочков. Угу.
Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, да. Получается, я сделала уже 6 веерочков из пышных столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в принципе, да, уже понятно, что получается красота. Вот такой вот нежный ажурчик получается. И видите, чтобы не ошибиться, в каждом ряду, то есть прибавляется по одному веерочку. Один веерочек, два веерочка, три веерочка, 4, 5, 6 и так далее. Поняли, да? Все. Это один из таких, скажем, узоров очень простых, которые не затейливо сами по себе как бы вяжутся. Тут не нужно что-то высчитывать, что-то запоминать и так далее. То есть четко рука сама прям и идет и вяжет. То есть будет очень-очень классно. Я, конечно, не вяжу полностью всю шаль, да, я вам показываю образец. Вы меня обязательно спросите: Оля, как рассчитать, сколько пряжи необходимо на шаль? В описании под видео я обязательно оставлю информацию, вам необходимо знать что. В первую очередь вы должны связать свой образец своей рукой, своей пряжей, своим крючком. И когда вы свяжете необходимый образец, посчитайте его площадь, посчитайте, сколько у вас ниточек ушло на данный образец. Потом вы пересчитаете на тот размер, да, шали, который вы хотите сделать. И, естественно, вы пропорции математически посчитаете, сколько вам необходимо будет пряжи. То есть, в принципе, это несложно. Один раз просто сесть, посчитать, и будет здорово. Понятно, да? Вот, то есть однозначно сказать, сколько пряжи необходимо, я не могу, потому что у всех разное количество, так скажем, ну, разный размер, да, то есть кто-то хочет поменьше, кто-то хочет в виде платочка, кто-то хочет до колен там и так далее, и так далее. То есть размеры разные, поэтому, девчата, ребята, считайте самостоятельно. Смотрите, узорчик получается у нас двусторонний, да, то есть вы можете поворачивать на любую сторону, какая вам больше нравится. И обвязку вы тоже спрашиваете. Обвязка может быть любая. Кто-то оставляет, кто-то делает из воздушных петелек, соломоновыми петельками, да, обвязочку. Кто-то делает бахромочку такую. То есть тут, получается, нет ограничений вашей фантазии. Тут вы берете любую обвязку, какую хотите, какая вам нравится, какая пригодилась, и обвязываете. Договорились? Вот такая вот красота очередная у нас получилась. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового и интересного. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями и подружками». Делитесь с друзьями и с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Также под видео справа внизу находится плюсик «Сохранить». Сохраняйте видео. Эти видео будут сохранены на вашем канале, в ваших папочках. То есть никуда они не денутся. Вот. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.